Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и в этом DLC ролике я расскажу вам о том, как перевел и распечатал европейский мануал к игре Черепашки-ниндзя Turtles in Time. Погнали! Для начала рекомендую вам посмотреть мой основной выпуск шоу «Картридж на прокачку». В нем я рассказывал, как реставрировал коробку, картридж и японскую инструкцию к игре «Черепашки во времени», потому что этот ролик является его продолжением. Также напомню, что вы можете поддержать меня на Boosty. Там есть такие подписки, как Easy Level и Normal Level. Поверьте, каждый новый подписчик помогает мне не опускать руки и продолжать делать новые ролики. Ну а теперь вернемся к нашему европейскому мануалу. Когда я только начал реставрировать Turtles in Time, я остановился на европейской коробке и мануале. Так сказать, пошел по дорожке стиплер. Перевод и распознание текста прошли достаточно легко. Здесь можно выделить только, пожалуй, одну особенность. Текст инструкции выполнен с обращением на «ты». На это указывает вводный абзац. Поздравляем! Теперь ты владелец Turtles in Time для SNES. Чтобы не угробить своих черепах, читай дальше, чувак. Как будто сами черепахи обращаются к игроку и рассказывают ему, как проходить их приключения. Согласитесь, весьма интересный ход для погружения в игру. Далее я начал собирать макет для печати, и здесь вылезли несколько фундаментальных проблем. Во-первых, как видите, у книжки очень черные. У книжки очень черные. Во-первых, как видите, у книжки черные страницы, что достаточно проблематично для печати на домашнем принтере. Поэтому на своем макете я сразу же перекрасил их в белые. Во-вторых, очень скудное наличие иллюстраций в тексте. И поначалу я даже не особо придавал этому значения. Но потом, когда уже полностью собрал японскую инструкцию, у меня накопилось огромное количество спрайтовой графики, как из самой игры для SNES, так и из ее аркадной версии. Поэтому я решил расправить текст. Поэтому я решил разбавить текст на некоторых страницах картинками. Естественно, только там, где для этого было место. И так, чтобы не нарушать естественную очередность страниц. В-третьих, в английском мануале очень узкие текстовые поля. Где-то это обусловлено наличием белой рамки, а где-то они просто узкие. Поэтому я решил максимально расширить текст на своем макете, за счет чего шрифт стал больше и его стало удобнее читать. Еще здесь есть отдельные 4 страницы, посвященные каждой из черепашек. На них были небольшие спрайтовые картинки, которые я решил заменить на что-то более масштабное. И для этого идеально подошли большие черепахи с экрана выбора персонажей. Правда, пришлось дорисовать Донателло палку. Еще на этих страницах имеются таблицы с описанием силы каждой атаки. Таблицы весьма простенькие, поэтому я решил немного улучшить их общий вид. Собирать раздел с описанием всех врагов было гораздо проще, чем обычно, потому что все спрайты я уже подготовил для японского мануала. Единственное, тут я заметил интересный факт, когда переводил название 7-го уровня. 1885 год, «Сохраните мой панцирь у Wounded Knee». Оказывается, это отсылка к книге «Сохраните мое сердце у Wounded Knee», рассказывающей о реальной бойне между индейцами и армией США. Событие интересное, но читать вам о нем лекцию по истории я, конечно, не буду. Еще надо сказать, что текст я брал из американской инструкции, а сам макет делал на основе европейской инструкции. И между ними есть небольшие различия. Так, например, сканы европейского мануала, европейской инструкции. Так, например, сканы европейской инструкции содержат в себе текст на 2 языках. Французский и нидерландский. Естественно, один из языков я убрал. Но из-за этого мой макет пришлось сократить на 1 страницу. Поэтому я объединил правовую информацию и гарантию на 1-й странице, как это сделано в американской инструкции. Давайте теперь полистаем наш готовый и распечатанный мануал и посмотрим, что же у нас получилось. Как видите, инструкция получилась белая по большей части. Открываем, и тут же сразу на нас выпрыгивают 4 черепахи. Согласитесь, круто. Я не знаю, почему в оригинальном мануале их сюда не поместили, но прям они сюда напрашивались. Что там у нас дальше? Здесь история, начало игры. Абзацы, как видите, широкие. Читать гораздо лучше. Здесь, кстати, не было скрина титульного экрана, не знаю почему. Причем описание идет, и он прям напрашивается, но они его не вставили. Здесь я вставил уже реальный рендер SNES-овского контроллера. Здесь добавил пиццу. Тоже гораздо круче страницы выглядят, когда черепахи в такой боевой позе летят.
Враги, тоже спрайты все, как в японской версии. Я даже удивился, без каких-либо изменений. Ну, единственное, что скриншоты я взял из европейского мануала отсканированного. Такая вот инструкция. Ну, я считаю, получилось отлично. На этом наш DLC-выпуск подошел к концу. Напомню, что ссылка на этот макет для печати будет в описании к видео. Отдельно замечу, что если вы хотите положить вот эту вот европейскую инструкцию в коробочку японскую, то печатайте ее в масштабе 83% от оригинала, иначе она просто не влезет в коробку, как видите. А я на этом закрываю серию черепашьих роликов на моем канале, которую я задумал еще в январе 2023 года. И вот мы наконец-то добрались до ее логического завершения. Да, возможно, я еще займусь прокачкой черепашек Ниндзя 3 Manhattan Project, но это уже будет в следующем году. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, поддержите меня на Бусти, также вступайте в группу ВКонтакте. Еще увидимся!